и увидел вот этот сигнал, просто сумасшедший по качеству. Это сигнал моего смарт-сканера. Видите, вот здесь NASDAQ, Smart Oscillator Buy. Гистограмма красная в пол ушла, видите? И вот сейчас первое подтверждение появится, мы купим сразу с руки. Очень сильная ситуация. Я купил NASDAQ. Идеальная просто покупка, причем буквально на копейку. Опоздал, но это не страшно. И мы ожидаем тейк вот здесь. Шикарная просто сделка, посмотрите. Купил NASDAQ, посмотрите. Идеальная просто покупка. Smart Scanner Buy 18.35. Прямо на уровне с подтверждением. Я думаю, здесь 8 из 10 закрываться будет в прибыли. И мы ждем вот этот уровень. В общем, классная сделка. Сейчас увидим, что будет происходить дальше. Готовимся зафиксировать прибыль по NASDAQ. Просто потрясающая сделка, трейдеры. Потом там был сигнал, видите, рынок пришел, еще протестировал. Это просто топ. Нет сильнее в трейдинге сигнала. Посмотрите налево, вот сюда. Здесь уже робот автоматически вам находит. В Pro-версиях у меня везде роботы находят вот эти паттерны. Просто сказка. Скажете, почему здесь не нашел? Видимо, отключено. Сейчас посмотрю. Да, сейчас включим, вы увидите здесь тоже. Это же просто красота. Посмотрите на него. Идеально симметричный. Ну, давайте цвет поменяем. Сделаем. Видите, я стопы уже в плюс загнал куда. А на других счетах уже сделка закрыта. Да. Так, смотрите. Еще слабое дно отключено. Могу сделать false. True. Давайте настройки посмотрим здесь. И так, сделаем покрасивее, да, чтобы было. Вот так вот. Смотрите. Sell, buy, осцилляторы на экстриме, осциллятор на экстриме, осциллятор на экстриме. Просто красота. И когда я такое увидел, я решил сразу записать для вас видео. Потому что я знаю, что это будет 8 из 10 в плюс точно. Настолько сильный сигнал. Представляете? Более того, у этого сигнала есть продолжение. Вот сейчас мы зафиксируем прибыль в любом случае. Либо мы заберем 38, либо мы заберем 50 с копейками. Неважно, сколько пунктов. Суммарно будет где-то $730 по всем счетам. Но есть продолжение у этой сделки. Пробой максимум 1. И затем коррекция. Вот к этой зоне. И снова покупка. Шикарная сделка. Подождем. Если скорректируется, будет прекрасно, потому что мы еще купим. Смотрите на этот рынок. Обычно, когда я вижу вот такую конструкцию, я потом еще добавляю к позиции, увеличиваю объемы. Но вечер уже время 7:30, поэтому я не стал действовать слишком агрессивно. Но тем не менее, да, учитывая, что у меня сделка открывается не только здесь, а сразу на нескольких счетах, то суммарно это хорошо получается. Но если я увеличиваю объем, то как вот в том видео, которое мы смотрели, когда у нас несколько сделок одновременно было. Евро, доллар, нефть. Посмотрите, вот здесь ссылка в правом верхнем углу, вот совсем недавно. Там мы сделали $3400 где-то вот так. В общем, ждем, да, с вами. Сегодня крипта тоже хорошо двигалась. Эфир, биткоин. Хорошие сделки там были. Все, я больше ничего не торгую. Тренд и вот эти поворотные точки с помощью своего вот этого алгоритма. Я вам чуть позже все сигналы покажу, которые были просто идеальные. Биткоин развернулся, там обвалился. Дау Джонс обвалился. Индекс Великобритании мы посмотрим, тоже там
в 10 часов. В общем, одно удовольствие торговать сегодня было. 4 сигнала суммарно, да, сегодня. 4 сигнала все профитные, 100% отработка. Хотя нам это не то, что не надо, конечно, хорошо, но так не бывает в трейдинге. Но 8 из 10 в среднем, 7 из 10. Работает просто великолепно. Все, что я делаю на этом счете, автоматически происходит на других моих счетах, но иногда я, например, здесь или на остальных счетах закрываю сделки, а на одном оставляю на случай, например, сильного роста. Потому что если я сейчас закрою, да, или выйду из позиции, а рынок может взлететь, и вот эта остаточная позиция мне позволит поучаствовать. Но это уже money management, риск менеджмент, это уже зависит от того, в какой я позиции, есть ли у меня сегодня преимущество финансовое. То есть ряд факторов. Это не нужно новичку и трейдеру, который в поисках стабильности. Это не нужно. Это только помешает. А потом уже, когда ты нащупал стабильность, ты можешь, естественно, и объем увеличивать, и работать больше не над правилами входа, да, отшкуриванием их, а больше фокусироваться на том, как из этих правил извлекать больше. Да? Вот. То есть не стремитесь сразу охватить все возможности, все варианты в трейдинге, да, как заработать деньги. Нет. Возьми вот эти два сигнала, подключи тариф Pro или тариф Start в зависимости от возможностей и начни внедрять их. Почувствуй уверенность, потому что когда ты приходишь к одному и тому же процессу, картинкам одинаковым правый край графика, эмоции сами по себе уходят. Не надо с ними бороться, там, сопротивляться или делать из себя робота, что ты такой, все, я дисциплинированный, я строго соблюдаю правила. Ты будешь естественным образом соблюдать правила, потому что тебе будет понятно, что делать. Раз, два, три, сделка. Или раз, два, три, нет сделки. И все. Ведь в этом основной смысл трейдинга. Да? Не развлечение, не какой-то там, да, заряд энергии получить, а прийти и делать свое дело с любовью, безусловно, но не перебарщивать с этим, потому что есть трейдеры, которые любят трейдинг больше, чем любят зарабатывать трейдингом. Да, и это не очень хорошо, потому что депозит тает на глазах. Я раньше тоже любил трейдинг, любил анализировать, я прям кайфовал просто от анализа. Мне не надо было там участвовать даже в рынке, да, в сделках, а вот анализ. Смотреть, как график идет. Но это ничего общего с прибылью не имеет. Если ваша цель прибыль, вам так делать не надо. Вам надо действовать согласно определенным правилам, определенному плану. Поэтому я говорю, возьмите готовый план, не мучайте себя. Я понимаю, что я бы вам мог сейчас посоветовать, там, иди сам создай правила, выработай свою систему. Но ведь это правила, которые относятся к рыночному циклу, который вот я торгую. Они относятся к трендам и к поворотным точкам, а рыночные циклы выглядят одинаково. Поэтому какой смысл самому эти правила клепать, да, и занимать это может очень много времени, когда вы можете готовы взять, основанные уже на достоверных данных, основанные на ценовых паттернах, основанные на уровне. То есть мы задействуем несколько важных, да, технических, скажем так, аргументов, и в итоге у нас создается полноценная система, полноценное понимание того, кто сейчас главный покупатель, продавец, где рынок может среагировать, где цена может вырасти, где цена может упасть, где нам ходить, где выходить. Вот и все. Готовимся снять прибыль уже. Подходит, смотри, на левый уровень слева. Сопротивление. Но я думаю, NASDAQ еще может подрасти. Да. Может подрасти. Хотелось бы увидеть коррекцию, потому что на коррекции вход тоже шикарный после вот этого движения. Сейчас будем снимать. Потому что там уровень слева, структура, ее надо уважать, ценить, любить. Закроем. Все, автоматически там закрылась позиция. Иногда бывает не закрывается. Ну, интернет там или какой-то сбой, или сделка не успела обработаться. Бывает. И иногда смотрю, висит там. Поэтому я всегда проверяю, все ли закрывается.
Автоматом, как правило, но не всегда, не в 100% случаев. Это надо учитывать. Все-таки соединения разные бывают, да? Да, хороший, иногда нет. Все, закончили с NASDAQ, идеальный вход, и теперь мы ждем коррекцию. Куда? Вот к этой зоне. Как правило, это середка вот этого вершины. Слабая вершина здесь еще. Середка, точнее, вот этого дна. Да, и это 19750 бай. Будем покупать. Если придет, конечно. Альерт поставлю. И давайте, пока рынок здесь крутится, я вам кое-какие сигналы еще покажу. Биткоин в 5 часов, там вообще такой разворот случился. Я об этом говорю, ну, легко достаточно. Почему? Потому что это очень простой и отрепетированный сигнал. Да. Это не новое что-то. Это то, что я делаю каждый день. В 17 часов вот здесь. Биткоин sell. Да. Что мы делаем? Как вы знаете, после сигнала я смотрю по левую сторону, если слева уровень есть, чуть выше, то есть я беру вот так линию, чуть выше. Почему? Потому что это большая зона, меня интересуют макушки этой зоны, да, ближе к экстремальным значениям, то есть можно выделить вот эту область sell, да, то есть рынок никогда не находится на уровне, а он находится в зоне, да. Есть, все, зона есть, осциллятор на экстриме, все круто, потому что если мы посмотрим предыдущие его экстримы, посмотрите, разворот, смотрите здесь, разворот, просто идеально, прям шлифует все развороты. И дальше я жду подтверждения. То есть я перехожу уже на минутный график и детализирую вход. Вот зря я, конечно, это серое сделал, ни хера не видно. Детализирую вход. Вот смотрите. Ведь мне нужен очень точный вход, а я знаю, как выглядит очень точный вход. Я здесь вижу вот этот поворотный сигнал, он стрелкой обозначен. И затем я вижу вершину, какую? Разворотную. Вот она. Разворотная вершина. И вот в этой точке sell. В этой точке sell можно продавать агрессивно сразу здесь, но с дополнительным фильтром будет качество чуть повыше. Чуть повыше, и для новичков лучше так действовать. Ну и, соответственно, sell здесь, посмотрите, какой обвал до сих пор падает. Хотя, казалось бы, если посмотреть Аркадию, биткоин в каком бычьем тренде, да. Но как только осциллятор зашкаливает, особенно в этой конкретной ситуации, и особенно когда он есть на смарт-сканере, это важно, потому что смарт-сканер очень много шума убирает, очень много всякой ерундистики убирает. То есть он вам показывает в чистом виде сигнал готовый. Да? Потому что если посмотреть на рынке, смарт-осциллятор очень много где зашкаливает, но не всегда он появляется на смарт-сканере. В этом преимущество робота-советника. Он убирает шум, да, убирает неопределенные, какие-то непонятные, неустойчивые сигналы и показывает только самые такие, да, надежные. И мы уже как трейдеры добавляем маленькие нюансы, чтобы уточнить вход, быть более точным в своих решениях. И следующий символ – это Dow Jones. Там, кстати, до сих пор продажа актуальна. Да, там, кстати, до сих пор продажа актуальна. Вот здесь, сейчас покажу время, 16:45. 16:45, здесь настолько идеально. Я не успел на этот сигнал. Он был настолько быстрый. Смотрите, 45 минут вот здесь. Это просто супер точность. Да, такого даже ни один индикатор вам здесь не будет показывать sell. И вот оно место sell, и просто рынок в моменте отваливается. Посмотрите, 70 пунктов, стопы здесь, соотношение отличное. Но я не успел. Просто быстро так было, бам, молниеносно. Потом осциллятор снова стал зашкаливать, снова подтверждение, снова sell. И сейчас снова рынок вернулся, возможно, будут продажи. Можно сюда вот так алерт поставить на всякий случай. Ну, Dow Jones не такой активный индекс, как NASDAQ. У него нет такой, скажем, резкости, что ли. Но бывает тоже, да. Идем дальше. Следующий сигнал. Это индекс Великобритании в 10 часов. То есть в Америку было 3 сигнала, а в Европу 1 в 10 часов на UK. Давайте посмотрим. Что там за 10 часов? Я, честно говоря, не помню, что было в 10 часов. Я потому что не торговал. Сейчас. Вау, какой разворот, посмотрите. Похоже то, что было по NASDAQ. Сейчас мы торговали где? 10 часов, вот я вертикальную линию держу здесь. Видите, да? Вот она, 10 часов, зона.
Уровень слева смотрим, есть, да, чуть ниже, вот он тянется, голубой прямоугольник. Вот подтверждение на buy, где стрелка. И второй вариант консервативный, вход на ретесте. Вот здесь снова стрелка buy. Смотрите, какой шикарный, да, трейд. Стоп получается 70, чтобы сделать 150. Просто идеальное соотношение. Да, и вот опять экстрим осциллятора. Да. Еще раз, робот мониторит со старшего графика с 5 минутки, поэтому очень высокий уровень надежности. Не на минутке, а с 5 минутки. На минутке будет много сигналов, не нужно. А вот с 5 минутки шикарно. И вот даже сейчас, в реальном времени, прямо вот сейчас, смотрите, что происходит. Мы видим, осциллятор опять ушел в пол, да, несмотря на то, что рынок медвежий, сильный, кстати, все равно умудряется отскочить. Да. Хоть этот символ, видите, не показывается на смарт-сканере. То есть смарт-сканер не говорит, что buy, несмотря на то, что осциллятор внизу. Потому что есть фильтры, которые убирают вот такие агрессивные медвежьи рынки. Но нам это не нужно. Чего мы, как трейдеры, не можем делать. То есть нам трудно будет самим все это отсеивать, весь этот шум. Поэтому, конечно, если у вас есть возможности, я бы рекомендовал вам тариф Pro. Это прям вот самый оптимальный вариант, чтобы в кратчайшие сроки перепрошить свое мышление и просто замечать какие-то... Вам будет казаться, что какое-то чудо происходит, что какие-то невероятные вещи с вами творятся, что раз вы вдруг стало получаться, вы стали понимать, откуда у вас приходят деньги. Да, я имею в виду, ну, от каких действий. Не просто там шальной какой-то, да, выстрел, или шальная какая-то сделка и вдруг отработалась, а ты реально вот сделал по инструкции, получилось, сделал, получилось, сделал, получилось. Почему? Ну, потому что это рыночный цикл. И стал действовать в соответствии с рыночным циклом, не против него. И стал делать деньги. Ты стал умнее многих-многих других трейдеров, которые действуют так, как они чувствуют, как они думают, как они хотят, но не как они видят и как нужно согласно критериям входа, критериям торговли. Вот и ваша разница, вот и разница успешного трейдера и трейдера, который сливает деньги. Больше никакой разницы. Мы все люди, у нас всех есть эмоции. Нам нужно найти способ уйти от эмоций. Мы используем визуальные сигналы, алгоритмы, чтобы уйти как раз от предвзятости субъективного подхода, да, и четко прояснить правый край графика. Знать на 100%, что мы будем делать. И все. И когда ты знаешь, ну, естественно, психоэмоциональный рефлекс совершенно другой. Когда ты не знаешь, психоэмоциональный рефлекс совершенно другой. Понимаете, да? Если ты не знаешь, это уровень стресса, ты закрываешься. То есть ты закрываешься от прибыли, в прямом смысле слова. А когда ты знаешь, психоэмоциональный рефлекс наоборот, ты открыт. Ага. Вот разница. Поэтому здесь не надо ничего усложнять в трейдинге. Не делайте его сложнее, чем он есть на самом деле. И просто доверьтесь торговому процессу. Не мне, а торговому процессу. Потому что это объективно. И что самое крутое, я постоянно трейдерам говорю, кто у меня уже использует смарт-сканеры и другие алгоритмы. Я говорю, что каждый день вот берешь 10 минут времени в конце дня там, да, или в конце сессии, когда есть время. Минут 10 достаточно. Просто возьми и понажимай на вот эти все символы. Это же кликабельно. Да? То есть вот NASDAQ, Dow Jones. Графики откроются, и ты посмотришь ситуацию еще раз. Просто так проинспектируй, какие были сегодня ситуации. И просто запоминай картинки. Все. Тогда ты будешь неуязвим в плане эмоций, в плане каких-то вот моментов, когда ты теряешь контроль. Такого у тебя не будет просто. Потому что есть четкий, твердый торговый процесс. На все 100%. И сигналов и сделок по смарт-сканеру будет больше, чем сигналов и сделок по тренд-сканеру. Это крутой алгоритм. Но рынок проводит примерно 30% времени в тренде и 70% в боковике. Поэтому логично предположить по этому алгоритму больше сигналов. Имейте это в виду. Давайте посмотрим NASDAQ, что там происходит. Возможно, уже нам пора скоро будет покупать. Нет, NASDAQ пошел дальше. Не хочет корректироваться. Ну, мы дождемся еще немножко. Нам нужна первая коррекция будет. Первая коррекция после вот этой всей конструкции. Ждем коррекцию и будем покупать.
Это уже второй вход как раз, да. По этой технике два входа, две зоны входа. Первая зона входа идет классическая, как я ее называю. Классическая – это означает, что когда смарт-сканер дал сигнал, мы переходим и смотрим вот эти критерии. Должен быть уровень плюс стрелочный сигнал, да, сигнал, который подтверждает, и плюс паттерн. Плюс паттерн. Тогда равно сделка. Понятно, да? И это первый вариант. Второй вариант, когда сигнал отрабатывается, ну, то есть вот здесь мы забрали прибыль на уровне, да, take. Потом на первой коррекции, это очень важно, на первой именно коррекции, мы покупаем еще. При подтверждении я вам расскажу, если он придет сюда, что дальше делать. Это уже второй вход. Это вход 1, это вход 2. То есть у нас нет такого, что мы зашли, вышли и все, и как бы плюем в потолок. Нет, это же начало нового движения может быть. Смарт-осциллятор здесь на экстриме начало довольно внушительного движения. Смарт-осциллятор на экстриме начало более внушительного движения. Возможно, да. В отдельные дни это будет вообще новый тренд. Совершенно другой уже бычий тренд, да. И вы можете поймать огромный профит. Поэтому бросать сделку не надо. Надо смотреть внимательно, и когда будет шанс второй раз войти, входить. У нас есть способы, как я уже неоднократно говорил, трейлинг стопа, но для новенького это не нужно. Это не нужно. Это только усложнит задачу. Я даю вам базу. Вот я уже рассказывал, по-моему, не помню, на онлайн-торговле или вам, что в личном кабинете для того, чтобы уже освоить азы системной торговли, уже понять, как нужно действовать, вам достаточно 3 ролика. Там всего вступительных 5, которые знакомят с вас всей логикой торговли, все принципом торговли на разворот и по тренду. Из 5 2 ролика организация рабочего пространства. Там разбираем детали, когда лучше торговать, в какое время, что лучше торговать. А второй ролик – это… Я вспомню, забыл. Организация рабочего пространства и настройки. Да, настройки. Все. А вот эти 3 ролика – это как раз конкретно по систематизации торговли. Все. И без всякой вот этого мусора, который в интернете, куча информации, она просто у вас накладывается уже вот таким слоем. И уже непонятно, что из них правда, а что неправда, что хорошо, что нет. Поэтому ты у правого края графика вообще потерянный. Я это прекрасно знаю, и у меня такое было долгие годы. И то, когда я обучался, изучал трейдинг, такого уровня не было, скажем, доступности информации. С одной стороны, это хорошо, с другой плохо. И такого уровня алгоритмической торговли, вот роботов, индикаторов не было развито так. И не была так развита интрадей торговля, да, как сейчас. Потому что львиная доля объемов – это внутридневные объемы на рынке. Но я говорю, в чем преимущество… Рот высох. В чем преимущество этой системы, этого метода, этих алгоритмов в том, что вы можете их использовать на любом таймфрейме. Не можете интрадей часовые, не можете часовые 4-часовые, не можете 5-минутка, минутка, вообще не важно. То есть здесь принцип точь-в-точь такой же, ничего не меняется. Так что ждем коррекцию, да, по NASDAQ. Еще заработаем, может быть. То есть вот 4 сигнала, которые у нас сегодня были поворотных, который робот нашел. Где мой любимый смарт-сканер? 4 сигнала поворотных, и все 4 отработали. 100% прибыльной сделки, если ты торгуешь каждый, скажем, сигнал, да, потому что везде, в принципе, был шанс войти, то ты примерно за сегодня, за один день можешь заработать от 8 до 10% прибыли. При риске примерно около 2% на сделку. Угу. Я беру по минимальному тарифу, скажем так. Если мы возьмем, например, ситуации, где мы увеличиваем объем или повторно входим, то это еще больше. В дни, когда вот так отрабатывать. Будут дни, когда у тебя будет много сигналов, но именно совпадений будет мало. Будут дни, когда и много сигналов, и совпадений много. Угу. То есть нет такого, что всегда у тебя одно количество входов. Но в день 2-3 шанса идеальных заработать есть в день. И это круто.